Привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как я похудела на 55 килограммов. К сожалению, в 15 лет я совершенно ничего не понимала в питании, тренировках, и если бы я тогда знала столько, сколько знаю сейчас, я, конечно же, справилась бы быстрее. Но путь был нелегким, и я даже рада этому, потому что он закалил меня, мой характер. И когда у меня спрашивают, жалею ли я о том, что я была такой толстой и создала себе столько проблем, я отвечаю, что нет, потому что иначе я не стала бы такой, какая я есть сейчас. Ну, в общем, для начала я решила, что перестану есть. Тогда я, наверное, точно похудею. И я думаю, именно эта мысль приходит в голову практически всем, кто сталкивается с этой проблемой. Но дело в том, что я по своей глупости и совершенно незнанию каких-то вообще правил питания просто сократила свой рацион до минимума. Я практически ничего не ела. Может быть, тарелка супа в день и пару яблок, а после 3 или 4 часов дня не ела вообще ничего. Иногда, может быть, кефир выпивала. Я, конечно же, худела, чему была безмерно рада, но это и не удивительно, потому что просто потребляла меньше калорий, чем тратила. И, конечно же, мне получилось похудеть к выпускному, и это было моей самой основной целью. Я смогла влезть в платье размера L, а не XXL, как раньше. Увидев действительно результат, я решила продолжать в том же духе, когда пошла учиться на вечернее и работать. А работать я пошла в 16 на полный рабочий день, по вечерам сидела в университете, весь день проходил в разъездах туда-сюда, мне было негде поесть и, в принципе, да и нечего. И, конечно же, ушло еще несколько килограммов. Я уже не была такой тучной, как раньше, меня уже можно было назвать скорее полной, может быть, даже пухленькой. Но дело в том, что я столкнулась с другой проблемой. Мой вес встал, то есть я ничего не ела практически, очень много двигалась, очень много стояла на ногах, и мой вес стоит, и я просто не знала, что делать. И, конечно же, как и многие из вас, скорее всего, я полезла в интернет читать. Читать, как же мне похудеть. И что я там нашла? Кучу диет. И началось. Кефирная, гречневая, куча монодиета, овощная, еще какие-то странные названия, которые я сейчас не вспомню. Я просто начала экспериментировать на себе, на своем здоровье. Ну, глупышка, что еще скажешь? Я удивляюсь, как я не угодила к врачу с язвой желудка, например, потому что времена эти были ужасные. Сидишь на одной неделе на одной диете, на другой. Там, на одной держишься 3 недели, на другой 2 недели, на какой-то вообще 3 дня. Срываешься, нервничаешь, чувство вины тебя переполняет, потом ты начинаешь заново, вес скачет туда-сюда, -5, +8, и это был просто какой-то замкнутый круг, в который я сама себя записала. Я практически голодала, мой организм требовал еды, а как я только что съедала, это тут же был плюс на весах. А про поездки к родителям или какие-то семейные застолья вспоминать страшно. Сидишь, вокруг тебя куча еды, все пытаются тебя накормить, это просто ужас какой-то. И самое интересное, что я ходила раздраженная, нервная, и это все отражалось и внешне. То есть я была уставшая, синяки под глазами, ломкие волосы, ногти, просто серый цвет лица, и это все действительно сказывалось на моем здоровье. Но вот последним экспериментом над собой стала диета на каком-то луковом супе. Мне его посоветовала знакомая по работе. Она на нем действительно здорово похудела. И я подумала, почему бы и нет, и я, может быть, тоже похудею. А я уже сейчас точно рецепт этой гадости не вспомню, но я помню, что там была куча лука и сельдерея, он был просто жутко невкусный. Я сидела на нем где-то несколько дней, но недели точно не было. И я помню, что как-то утром, еще задолго до будильника, который должен был поднять меня на работу, я проснулась от того, что мне было плохо, меня действительно просто потрясывало, у меня не было сил встать на ноги, не то что потом пойти на работу, я осталась дома. И это и стало просто решающим фактором в моей борьбе с диетами. Я решила покончить с ними, потому что тогда я подумала, что, мое здоровье мне гораздо важнее, чем стройная фигура. Как будто в один день я просто поменяла приоритеты. В тот момент я как будто увидела себя со стороны. Мало того, что еще с парой десятков лишних килограмм, так замученная, уставшая, с серым цветом лица и действительно какой-то печаль на душе от всего этого замкнутого круга с похудением. Я помню, как села за компьютер и ввела в поисковике не «как похудеть» или что-то в этом роде, а здоровое, правильное питание. Я начала читать. Читала я действительно очень много. Первым, кстати, шагом к моему похудению именно на каком-то более-менее правильном рационе и стало раздельное питание. О нем я, конечно же, сниму ролик в дальнейшем обязательно, потому что мне это действительно дало какой-то толчок к новой жизни. Я очень рада, что этот случай заставил меня задуматься о своем здоровье. Теперь я уже не гналась за стройной фигурой или только какими-то цифрами на весах. Теперь мне было гораздо важнее видеть себя здоровой, активной и в то же время худеющей девушкой.
Я очень надеюсь, что после просмотра этого видео многие одумаются и перестанут уже мучить и терзать себя всякими голодовками и дурацкими диетами, которые, к сожалению, не приводят к желаемому результату. Кстати, в интернете наряду со статьями про правильное питание всегда можно найти что-то о спорте. И потому что это действительно неразделимые вещи. Они должны идти параллельно в вашей жизни. Именно они помогут добиться хорошего результата. Именно тогда я и пошла на то, что приобрела абонемент в фитнес-клуб и начала тренироваться. Правда, первое время я совершенно не понимала, что мне делать в зале, постоянно торчала на кардиотренажерах, сожгла кучу мышц в похудении, и сейчас мне приходится наверстывать упущенное. В своих следующих роликах я буду подробнее рассказывать о здоровом питании, которое поможет вам не только похудеть, но и действительно сохранить свое здоровье, сделать все это безопасно. Конечно же, я уделю время и тренировкам, расскажу о своем опыте в них. Мне действительно нравится поддерживать и помогать другим людям. Я, например, в социальных сетях уже давно консультирую, веду свою группу. Мне действительно искренне приятно получать сообщения и читать об успехах других людей, которые добились своей цели, похудели. Просто в один ролик мне не вложить все, что я хочу вам сказать. Потому что, когда я думаю, о чем записать нужно видео обязательно, мне сразу же приходит в голову куча вариантов. Питание, тренировки, растяжки, массажи, скрабы. Девушки должны знать, как избавиться от целлюлита. Тем огромное количество. Поэтому я решила быть более-менее последовательной. И поэтому я записала видео о том, как я потолстела, и записываю это. Потому что именно мой опыт позволил мне узнать столько много новой информации, которой я с вами и хочу поделиться. Практически 4 года я потратила на то, чтобы привести свое тело в нормальную форму в этом бешеном режиме жизни с работы на учебу, куча всяких дел, занятий, домашних и не только. И я уже 2 года не толстею, и я думаю, что это действительно хороший результат. Правда, я, как и многие из вас, до сих пор недовольна своей фигурой, я работаю над ней, и я думаю, что у нас действительно очень много общего. Ждите следующего ролика, и я в нем расскажу о том, что должен сделать человек, какие первые шаги, чтобы начать вообще жить по-другому и начать худеть. Если вам нравится то, что я делаю, то жмите кнопку «Нравится» и подписывайтесь на мой канал. И тогда мы снова скоро с вами увидимся.